Hi, welcome back to the Wheel of Life at Home retreat. Здравствуйте, добро пожаловать вновь на домашний ретрит «Колесо жизни». And we've reached session 13, Мы подошли к 13-й сессии, and that's called Life in the Womb. которая называется «Жизнь в утробе». And what's happened is we finished the first two of the 12 links of the Wheel of Life. Что произошло? Мы закончили первых 2 из 12 звеньев «Колеса жизни». As you remember, link number 1 was misunderstanding things. Как вы помните, звено номер 1 было о неправильном понимании вещей. If misunderstanding could talk, Если бы неправильное понимание могло говорить, it would walk in the kitchen, and when the husband yells, оно пошло бы на кухню, и когда муж кричит, it would say, I didn't do anything, and he yelled at me. она говорила бы: «Я ничего не сделала, почему ты кричишь that's на меня?» perfect link number 1. Это отличное звено номер 1. And it causes all the trouble in our life. И это вызывает все неприятности в нашей жизни. Then that, I didn't do anything, he yelled at me. И тогда вот это «Я ничего не сделала, он накричал на меня». Link number 1, misunderstanding talking. Это отличное звено номер 1, говорящее неправильное And понимание. that triggers, these 12 links go. И это вызывает 12 звеньев. I like his translation of. Мне нравится его перевод вот этого. So it triggers these ones. So I didn't do anything. И поэтому я ничего не сделала. And that misunderstanding triggers the second link. Это неправильное понимание тогда запускает второе The звено. second link says, I'm not stupid, you're stupid. Второе звено говорит: «Я не глупая, ты глупый». So because we have misunderstanding, Поскольку у нас есть неправильное we понимание, make karma. мы создаем карму. We plant new seeds. Мы сеем новые семена. Now, link number 3. Теперь звено номер 3. As you see the picture, by the way, we started with a child in the womb, right? Как вы видите картинку, между прочим, мы начали с ребенка в утробе матери, Which is the general theme of this whole session 13. что является общей темой всего этого занятия 13. But now we're going to go to link number 3. Но сейчас мы перейдем к звену номер 3. It's called consciousness, Это называется сознание, or you can say awareness. или можно сказать осознанность. And the traditional painting is a monkey. Традиционное изображение — это обезьяна. Now listen, many years ago, А теперь послушайте, много лет назад I was going to teach the Wheel of Life in Austin, Texas. It's a small city in Texas. я собирался преподавать колесо жизни в Остине, Техасе. Это маленький городок в Техасе. And I was very excited, and I said, I thought 10 people were coming. Я был очень взволнован, и я думал, что придет 10 человек. And I said, I'm going to order a painting of the Wheel of Life for each person who comes. И я сказал: я закажу эту картину «Колесо жизни» для каждого, кто придет. Then I found a painter in Nepal. Тогда я нашел художника в Непале. He can paint for like $100 each painting. Он мог нарисовать каждую картину за $100. And then it would cost me $1,000. Тогда это стоило бы мне $1000. And I thought, that's okay. Я подумал, это окей. Then the organizer in Texas, they talk like that in Texas. Затем организаторы в Техасе, они She вот так called говорят me. с акцентом. Она Oh, позвонила Geshe. мне. О, Гешла, You got 100 people coming. у нас 100 человек I'm придут. like, oh my God, that's $10,000. Тогда я такой: о боже мой, это же $10 So I 000. called the painter in Nepal. Я позвонил художнику в Непал. Can we get a little bit cheaper paintings? Можем ли мы получить немного дешевле картины? He said, how much? Он говорит: сколько? I said, well, my budget is $1,000. I need to make 100 paintings. Я сказал: мой бюджет составляет $1000, и мне нужно сделать 100 картин. So to give each participant one painting. Чтобы дать каждому участнику одну картину. Then he said, $10, I won't even pick up my paintbrush. Он сказал: за $10 я даже не возьму свою кисть. Then my friend heard about the problem. Затем мой друг услышал об этой проблеме. Geshe Michael, I have a solution. Геше Майкл, у меня есть решение. What? Что? I know a school for children in Nepal where they teach painting. Я знаю школу для детей в Непале, где преподают живопись. And I said, oh, great, we can get the kids to paint.
И я сказала: о, здорово, мы можем попросить детей And нарисовать. this is the painting I got from the И вот kids. эта картина, которую я получила от детей. And that's why each link is painted so badly. Именно поэтому каждое звено нарисовано так плоховато. But anyway, you can tell link number 3 is a monkey, right? Но в любом случае вы можете сказать, что звено номер 3 — это обезьяна, верно? And this represents your mind entering your mother's womb. Это означает, что ваш ум входит в утробу вашей матери. Now let's go to the text. Теперь давайте вернемся к тексту. Sumpa namshe la gitu dan deduki namshe ni. So now we reach link number 3, Теперь мы подошли к звену номер 3, which is consciousness. которое является сознанием. And you can divide all consciousness into two kinds. Вы можете разделить все сознание на два вида. One is consciousness at the time of the cause. Одно из них — это сознание в момент причины, And the second is consciousness at the time of the result. и второе — это сознание в момент Now, what результата. does that mean? Итак, что это значит? So the text says, Dambani, what is consciousness at the time of the cause? В тексте говорится «Дангпуни», что такое сознание в момент Dujeki причины. leki pakchak sha matape namshe dang. In link number 2, В звене номер 2 the woman yelled back at her husband, жена кричала в ответ на своего мужа: I'm not stupid, you're stupid. «Я не бестолковая, это ты бестолковый». Those words came out of her mouth, Эти слова вырвались у нее изо рта, touched the husband's ear, коснулись уха мужа, then the husband like that. затем муж вот такой. But those words also circle around to her own ear. Но эти слова также крутились вокруг ее собственного уха и туда And попали. they go into her mind, И они вошли в ее ум, and they make an imprint on the mind. и они оставили отпечаток в ее уме. And that's what this book now says, Dujeki leki pakchak. И вот что говорится сейчас в этой книге как раз. Pakchak. So pakchak is another word for karmic seed. Пак-чак — это другое слово для кармического And семени. it's that imprint on the mind. И это вот этот отпечаток в уме. So it goes like this. Это получается так. Misunderstand the husband. Неправильное понимание мужа. Звено номер 1. Я ничего не сделала. Link number 2. Звено номер I'm 2. not stupid, you're stupid. Я не бестолковый, это ты Link number бестолковый. 3 is 1 second later. Звено номер 3 — это одной секунды That sound спустя. reaches her own mind. Этот звук достигает ее собственного ума, And it makes us an impression there at Bakchak. и это оставляет там отпечаток бакчак. The mind at that moment is called the consciousness of the time of the cause. Ум в этот момент называется сознание в момент причины. Nipani, now, but what's the consciousness at the time of the result? Нипани. Что такое сознание в момент результата? Kisi do ningsamja matape tuki namshe deni and well, that's the monkey. Хорошо, это обезьяна. And it's your awareness entered your mother's womb. И это ваша осознанность, проникшая в утробу вашей матери. So your mind, at the moment that you plant a new seed, Ваш ум в тот момент, когда вы сеете новое семя, that's called consciousness at the time of the cause. это называется сознанием в момент And then причины. consciousness at the time of the result. И сознание в момент результата Just after your mind goes into your mother's womb and you make the crossing to that new life. — это сразу же после того, как ваш ум проникает в утробу вашей матери, и вы совершаете переход в эту новую жизнь. Then Pabongka Rinpoche wants to give us an example. Затем Пабонка Ринпоче хочет дать нам пример. Perna marikbe kune langte. Let's say that your motivation, your misunderstanding pushes you to do something. Допустим, ваша мотивация, ваше неправильное понимание заставляет вас делать что-то. Like there's a very common misunderstanding nowadays. В наши дни есть очень распространенное неправильное понимание. Oh, if you want to be healthy, О, если вы хотите быть you здоровыми, have to eat a lot of protein. вам нужно кушать больше The протеина. best place to get the protein И лучший способ получить белок is to kill the animal — это убить животное and then eat their и body. затем есть их тела. So this is motivated by misunderstanding. Это мотивировано неправильным пониманием. I became vegetarian about 35 years ago. Я стал вегетарианцем около 35 лет назад. All my friends from Princeton University,
Все мои друзья из Принстонского университета they told me, "Oh, Mike, you're gonna get sick. You don't have enough protein. You are not eating meat." говорили мне: «О, Майк, ты заболеешь, у тебя недостаточно протеина, ты не ешь мясо». I'll tell you something true. Я вам честно скажу кое-что. All those guys are dead. Все эти ребята They умерли. all had a heart attack, У всех был сердечный приступ, diabetes, диабет, obese, ожирение, because they eat too much meat. потому что они ели слишком много мяса. So that's a kind of misunderstanding. Это своего рода неправильное I понимание. have to eat meat to be healthy. О, мне нужно есть мясо, чтобы быть здоровым. Then you pay people to kill the animal. Тогда вы платите людям, чтобы убить это животное. So he says, "Sokchuki le duche petse." Now, when someone kills the animal for you, Итак, он говорит, когда кто-то убивает животное для вас, and suppose le lam dzog, okay, le lam dzog. и, предположим, лей лам Le цок. lam is a very exciting word for all of you people who went to programs by DCI. Это лей лам очень захватывающее слово для всех людей, которые ходили на программы DCI. The word le Слово лей means karma. означает карма. The word le lam Слово лей лам means a path of karma. означает путь кармы. For $50. Вопрос на $50. What's the difference between В чем karma? разница между кармой и путем кармы? Лейлам означает завершить 4 шага. Unfortunately, you are correct. К сожалению, ты прав. Yes. Да. И лей карма — это та, которая не завершена. Yeah, Sivito Да. is a lei lam. How do you say lei lam? Лейлам. Как ты говоришь лейлам? Dao. Ye dao. Okay. Лейтау Yeah, на китайском. ye li de dao. Ели ты там. Okay, lei lam. Хорошо, So, lei lam. zopa. Then, Zopa. let's say you killed the animal. Скажем, вы убили животное. All 4 steps were complete. Все 4 шага завершены. What's the 4th step? Что за 4 шага? I want protein so I can be healthy. Number 1. Мне нужен белок, чтобы быть здоровым. Say Номер what you 1. want. Решите, чего вы хотите. Number 2. Номер 2. Who's gonna be your bad seed planting? Кто будет твоим партнером по посеву плохих семян? A pig. Свинья. Number 3. Номер 3. How to do the bad deed? Как совершить плохой поступок? Pay the store to pay the guy to kill the pig. Then you collected 3 new bad karmas. Платить магазину, чтобы заплатить парню, который убивает свинью. Тогда вы собрали 3 новые плохие кармы. What's the step 4? Какой 4-й шаг? Oh, I'm so glad I ate the pork today. О, я так рад, что съел свинину Now I сегодня. will have muscle. Теперь у меня будут мышцы. Okay, so that's a lei lam zok. Это лей лам цок. All 4 steps are complete. Все 4 шага совершены. In DCI programs, which you should go to В программах DCI, которые вы должны посещать, for advice about success in your life, чтобы получить совет об успехе в вашей жизни, especially financial success, особенно о финансовом успехе, we will talk about 4 steps for good seeds and good goal. мы поговорим о 4 шагах для хороших семян и хороших целей. But here we're talking 4 steps for a bad seed. Но здесь мы говорим о 4 шагах для плохих семян. So the minute you finish the 4th step, you're going to bed, you're doing anti-coffee meditation. I'm so glad I ate the pork. Now I will have big muscle. В ту минуту, когда вы закончите 4-й шаг, вы ложитесь спать, вы делаете антикофейную медитацию. О, я так рад, что съел свинину, теперь у меня будут большие мышцы. So the mind at that moment, the consciousness at that moment, Ум в этот момент, сознание в этот момент. where the seed is imprinted into, here's the mind, Когда в него отпечатал семя, вот ум, that's called the consciousness of the time of the cause. это называется сознанием в момент причины. Because the seed is being planted, the cause is being planted. Поскольку семя было посеяно, причина посеяна в сознание. Le de tu la tene nyawe kesi de ning sam jama top and make up kinam she de kinam she in. But Но because of that power of that karma, благодаря
силе этой кармы, You die and you cross the bridge into the new life, to the hell realms. вы умираете и пересекаете мост в новую жизнь в сферы ада. That mind travels from the life where you killed the pig up to the life you go to the hell. Этот ум переходит из жизни, где вы убили свинью, в жизнь, в которой вы попадаете в ад. The moment you reach the hell, В тот момент, когда вы достигаете ада, your mind at that time, ваш ум в we это call it the время, consciousness of the time of the result. мы называем это сознанием момента результата. Then he makes another statement in the text. Migewele, Затем он делает еще одно утверждение в тексте. re Мигейбеле. re kyanggen song kikewa mambo pen nu. Okay, one each time you make bad karma, Каждый раз, когда вы создаете each time плохую you карму, eat animal's body, каждый раз, когда вы едите тело животного, each one of those eatings has the power to create many births in the lower realm. каждое из этого поедания имеет силу создать много рождений в низших сферах. So, like if that factory that kills the pig, they really make the pig suffer. Если тот завод, который убивает свинью, там они действительно заставляют свинью страдать, And you eat the pork. и вы едите свинину, It's not one suffering life going to come from that. Many. это не одна страдающая жизнь, которая придет от этого. Это That's the много, bad news. и это плохие The новости. next sentence has the good news. Следующее предложение содержит хорошие новости. But when you make good karma, Но когда вы создаете хорошую карму, you can do the same thing. вы можете сделать то же самое. Okay, you make one nice tea for your friend, Вы делаете один хороший чай своему другу and you dedicate it to becoming a Buddha. и посвящаете это тому, чтобы стать Буддой. That one making tea will give you many rebirths, happy rebirths. Это самое приготовление чая принесет вам много счастливых перерождений. So how does that action of eating the pork, how does this imprint press on the mind? How does it happen? Как это действие поедания свинины, как это отпечатывается в уме, как это происходит? And this is a big question in the mind-only school. Это большой вопрос в школе ум только. We spent a long time discussing it in the Mixed Nuts translation classes. Мы долго обсуждали это на занятиях переводчиков смешанных орешков. Those classes are free online on YouTube, Это бесплатные онлайн-занятия на канале YouTube, Tibetan language channel, канал тибетского языка, 600 hours. 600 часов. You should look at them. Вы должны посмотреть это. Okay. So, Teta Chemala Num Shupaam, if you have sand Если у вас есть песок, and you drip oil on it, и вы капаете на него масло, like in America, in the car fixing places, в Америке в местах ремонта автомобилей the oil will get on the floor масло попадает на and пол, it becomes very slippery. и пол становится очень скользким. So they will spread sand on the. Поэтому посыпают песок на пол. And the sand will absorb the oil. Песок впитает масло, And that's one example for how the consciousness absorbs the input. и это один из примеров того, как сознание впитывает отпечаток. Or shokpula telse gyapa. Or it's like the way that you telse right here. Прямо здесь, да. Yeah. Хорошо. Good. You don't know. Да, хорошо. I'll give you another Tibetan word. Я дам вам Chakya. еще одно тибетское слово. Чакья. Yeah. Верно. What's the real meaning of mudra? Что в действительности This is означает $20. мудро. Dang. Это $20. Okay, Ладно, $20. $20. Stamp. Telse is the other word Терце for — это stamp. другое слово для печати. So, in the old days, the great emperors would stamp the paper with their seal. В старые времена великие императоры ставили печать на бумаге своей печатью. And that's another example for how the seed is imprinted on the mind. И это еще один пример того, как семя отпечатывается в уме.
And Leki Bakcha Gupa. Gupa here is it's an unusual Tibetan word. Копа здесь — это необычное тибетское слово, But it's an important word in the study of seeds. но это важное слово в изучении семян. It almost means like if you take a jasmine flower, Это почти означает, что если вы возьмете цветок жасмина wipe it on your clothes, и потрете им свою одежду, and that smell will get into the cloth. тогда этот запах проникнет в одежду. What's another good word? Tim. Какое what's еще another хорошее word? слово, Тим? It gets imbued. Это пропитывается, Infused. Good. проникает, хорошо. The smell gets infused. Запах проникает. So you can say imprinted, Поэтому можно сказать «отпечатывается» or you can say infused. или можно сказать «проникает». Shapala. Шапала. And then that seed needs water and fertilizer, Затем это семя нуждается в воде и удобрениях, which is two kinds of desire, link number 8 and link number 9. которыми являются два вида страстного желания — звено номер 8 и звено номер 9. And we'll talk about those two kinds of desire later because they're not really desire. Мы поговорим об этих двух видах страстных желаний позже, потому что они на самом деле не являются But страстным link number желанием. 8 and link number 9, Но звено номер 8 и звено номер 9, they take the seed from link number 2, они берут семя из звена номер 2, which was infused into link number 3, your mind. которое проникло в звено номер 3, ваш ум. They water it, they give it fertilizer, Они поливают его, они его удобряют, and then that karma becomes extremely powerful. и тогда эта карма становится чрезвычайно мощной. And we'll talk about it later. Мы поговорим об этом позже. Okay, we're going to go to link number 4. Мы переходим к звену номер 4. This is called Nama Rupa, name and form. Это называется намарупа, имя и And форма. the image is two guys in a boat. Изображение два парня в лодке. Now, if you remember, in link number 3, your mind was entering your mother's womb. Если вы помните, в третьем звене ваш ум проникал в утробу вашей матери. Or an egg, or, things like that. Или в яйцо, Or что-то into вроде an этого. egg. But talking about normal human birth, Но говоря о нормальном человеческом рождении, Shiba Mingsuk Langya Kiki Wanda China. So if we're going to talk about link number 4, итак, если мы будем говорить о звене номер name 4, and form, имя и форма, let's stick to people who are born from a womb. давайте рассматривать людей, которые родились из утробы. So when you say name, Когда вы говорите имя, it's really a reference to the 4 of the 5 parts of a person. это в действительности относится к 4 из 5 частей человека. So in English, we say body and mind. Итак, на английском мы говорим тело и ум, But in Buddhism, но в буддизме we say the 5 parts. мы говорим 5 частей. So normally in English, we just say body and mind. Обычно на английском мы просто говорим тело и ум. The physical part and the mental part. Физическая часть и ментальная часть. But in Buddhism, Но в буддизме we divide body and mind into 5 parts. мы разделяем тело и ум на 5 частей. So 4 of them are called Mingshi Pumbo, which means the part of you which is called name. Итак, 4 из них называются Мингши Пумпо, что означает часть вас, которая называется имя. So it has 4 of the 5 parts are included into the name when you say name and form. Она имеет 4 из 5 частей, которые включены в имя, когда вы говорите имя и форма. So these are Sorwa, Dushe, Duche, Namshe, these 4. Вот это эти 4. Sorwa, Цорва your feeling. — ваши чувства. Good feeling, bad feeling, neutral feeling. Хорошие чувства, плохие чувства, нейтральные чувства. Body feeling, mental feeling. Чувство тела, ментальные чувства. Dushe, Душе your habit of dividing things. That's big, that's small, that's tall, that's short, that's my friend, that's my enemy. — это ваша привычка разделять вещи. Это большое, это маленькое, это высокое, это короткое, это мой друг, это мой враг. Then Duche means other parts of you, like the seeds in your mind.
Тюча означает «это другие части вас любят семена в вашем уме». And in Namshi, И намши your mind. — ваш ум. These four are called name when we say name and form. Вот эти 4 называются имя, когда мы говорим имя и форма. Basically, you can think of these four as your mind inside your mother's womb. По сути, вы можете думать об этих 4 как о своем уме в утробе матери. Namshe Shupe Kuchaki Memepo Sogni Sukitendote. So what is the form part of name and form? Итак, что такое форма в имени и форме? In the very first moments inside your mom's womb, Самые первые моменты в утробе вашей матери it's the mother's menstrual blood and the father's semen which are mixing together. — это менструальная кровь матери и семя отца, которые And your смешиваются mind вместе. goes into it at link number 3. И ваш ум попадает в это в звене номер 3. And then that's pretty much your body at that moment is just a little puddle of blood and semen. Это в значительной степени ваше тело в тот момент. Это просто маленькая лужица крови и And here спермы. there's a very unusual word, mermerpo. И здесь очень необычное слово «мермерпо». And this refers to the first of 10 stages of life of a human. Это относится к первому из 10 этапов жизни человека. And these are, how do you say? I'm going to teach you those 10 Это, как бы сказать, because I like to go deeper. я собираюсь научить вас этим 10, потому что мне нравится идти глубже. И он упоминает первый, Which is called mermerpo. который называется Kind of мермерпо. means a little sticky mess. Это что-то вроде маленького липкого беспорядка. Blood and semen together. Кровь и сперма вместе. And that's your body at that moment. И это ваше тело в тот момент. Okay, and so Pabongka, before I go on to those 10, Прежде чем я перейду к этим 10, which is extra, okay, it's что just to является go deeper. дополнением, это просто для того, чтобы пойти глубже. He says maybe we should call this link number 4. Пабонка Ринпоче говорит, может быть, мы должны назвать это звено номер 4, Instead of calling it name and form, вместо того, чтобы называть это именем и which is формой, really mind and body. что на самом деле ум и тело, Maybe we should call it either mind or body at that moment. мы должны назвать это либо умом, либо телом в этот момент. Okay, which part are you focusing on is the link at that moment. То, на какой части вы фокусируетесь в этот момент, является этим звеном в этот момент. Okay, so I did some work and I got what I think is the best explanation of the 10 stages of life that starts with memorable, which is that little mess of liquids. Я проделал некоторую работу и получил то, что считаю лучшим объяснением 10 этапов жизни, которые начинаются с мермерпо, что есть этот маленький беспорядок жидкостей. And this comes from a very famous commentary on vowed morality, Vinaya. Это происходит из очень известного комментария по нравственности, основанной на обетах Виная. And it's written by, let me make sure. Oh, yeah. It's written by Tsonawa Shirub Sambo. Это написано вот этим автором. Shirub Sambo. He lived Shirub about Sambo. 200 years before Tsongkhapa. Он жил около 200 лет до Цонкапы. He wrote a brilliant 2-volume commentary on vowed morality. Он написал блестящий двухтомный комментарий по нравственности, основанный на обетах. And it's called a Chandra. Это называется Chandra чендрил. means a commentary where there are also some footnotes. Чендрил означает комментарий, в котором также есть несколько примечаний. And actually, I took the footnotes out of this section because it's too complicated. На самом деле я убрал примечания из этого раздела, потому что это слишком сложно. But still, it's a beautiful description. Но все же это прекрасное описание. So we're gonna go through this part. Итак, мы пройдем через эту часть. It's gonna take some extra time. Это займет некоторое дополнительное I время. hope you'll be patient with me. Я надеюсь, что вы будете терпеливы со мной. Don't complain, you're getting extra.
И не жалуйтесь, вы получаете больше. Okay, here we go. We're going to follow the Tibetan. Хорошо, поехали, мы последуем за тибетским. Now, let's say you happen to be a human. Допустим, вы человек. Your life can be divided into 10 stages of life. Ваша жизнь может быть разделена на 10 этапов жизни. And Shakespeare wrote a beautiful little text about the stages of life. Шекспир написал прекрасный маленький текст об этапах жизни. And I'm going to give you that at the end as dessert. Я собираюсь дать вам это в конце на десерт. Okay, Undenle means the commentary to vowed morality which shines like light. Это означает комментарий, основанный на обетах нравственности, который сияет как свет. And that was written maybe more than 1,000 years. Это было написано, может быть, более 1000 лет назад. So now it's quoting this older Vinaya book from India. Итак, теперь он цитирует эту более старую книгу Вина из Индии. Near Chapani, so the stages of human life. Этапы человеческой жизни. Number 1, mer. Первое — мер-мер. Nur. Number 2. Номер 2 — нур-нур. Number 3, tar. Номер 3 — тар-тар. Number 4, Changyur. Номер 4 — Number тар-кё. 5, Kanglakyu. 5 — как-глак-ю. Number 6, Chiba. 6 — чиба. Number 7, Shunu. 7 — чуну. Number 8, Ngelpop. Номер 8 — Number лянкопо. 9, Parma. 9 — Number парма. 10, 10 Gembo. — гамбо. These are the 10. Это эти 10. Then he explains what the 10 are. Он объясняет, что такое эти 10. The ancient commentary, which was written by Shakya Prabha, Древний комментарий был написан Шакья Прабой. he doesn't really explain the 10 much. Он не особо объясняет эти 10. So here's now Santawa's comment. Итак, вот комментарий Псос. Tenamge Kepani. So what's the difference between these 10? Какая разница между этими 10? Pame mitsawa ni tsokshin. When the two, he calls it dirty liquids. Когда эти две, он называет их грязными жидкостями From your mom and your dad. от вашей When мамы they и mix папы, together in the womb. когда они смешиваются вместе в утробе матери, And then the mind from the bardo enters that blood and semen. ум из барду входит в эту кровь и сперму, And during the first week of the formation of the fetus, в течение первой недели формирования плода and we call it mer. мы называем это мермер. Мермер-по. And what's it mean? Что это значит? And here it's misspelled. Jimatabo. И здесь неправильно написано. So, Тиматабо. you know a pond of water Вы знаете пруд с водой or Indian tea, или индийский чай? and you pour in the milk Вы наливаете туда молоко, and you boil it, и вы кипятите это. and then when it gets cool, И затем, когда это остынет, we call scum. There's a layer on the top gets a little bit. мы называем это пенкой. Сверху есть слой, который становится немного твердым. That's a jima. Это чима. Or a very dirty pond has a layer of like scum. Scum means like super dirty stuff on the top. Или очень грязный пруд, который имеет слой пленки. Пленка имеется в виду много грязи So на that's поверхности. what you look like in the first week. You're like some scum of the cream or something. Вот как вы выглядите в первую неделю. Вы похожи на пленку на креме или что-то в этом роде. And they gave that a name called merpo, which doesn't mean a lot in Tibetan. It just means icky, gooey stuff. Этому дали имя мермерпо, которое на тибетском мало что значит, оно просто означает противная липкая штука. In the second week of development in the womb, На второй неделе развития в утробе матери you take a shape we call norpo. вы принимаете форму, которую мы называем нур-нур-по. Your body is a little bit like yogurt. Ваше тело немного похоже на йогурт. And it starts to form into like a flat piece of cloth. И оно начинает формироваться как плоский кусок ткани, как полоска.
Like a ribbon, like a ribbon. как лента. That's called Nor. Это называется So you're a нур-нур. little bit longer, but you're skinny like tape. Вы немного длиннее, но вы плоские, худые, как тесьма. Dunta Sumbala in the third week. На третьей неделе Tartarpo, you get tartarpo. вы получаете тартарпо. And that little strip ribbon of flesh becomes a little bit wider, like you can see almost starting to become a cylinder. И эта маленькая ленточка из плоти становится немного шире. Вы видите, что она почти начинает превращаться в цилиндр. Dunta Shibane in the fourth week, На четвертой неделе we call Changyur. As you start to get more stiff, мы называем это чангюр, когда вы начинаете становиться более плотным. Kawagyurte, you take on some, we take in English, you take on some body like a cylinder. На английском языке мы говорим, вы обретаете какое-то тело, похожее And на you can цилиндр. actually push on it and it will stay like that. И вы можете на самом деле нажать на это, и оно останется таким же. A little bit firm. Немного твердым. Step number 5. Хорошо, этап номер 5. Kanglak Gyupani Shalak Tabakyurte. Then they don't say the week, but the next step is called arms and legs are starting to squeeze out. Они не говорят неделю, но следующий шаг называется «руки и ноги начинают выдавливаться». Like if you get a goiter, on the throat, you get a big bump come here. Например, если у вас есть Or you зоб get a на wart горле, on your вы face. получаете большую шишку, или вы получаете So бородавку на then лице. kids' arms and legs are like bumps. И вот эти, тогда у детей руки и ноги похожи на такие шишки. Stage number 6 Этап номер called 6 Chiba. You know this. называется чиба. Вы знаете это For слово? non-Arya. Оно используется для It не means, арии. Оно It означает, means infant. оно означает In младенец. English, infant. На And the английском языке definition младенец. И определение такое, is that you came out of your mom, что вы вышли из своей мамы, but you can't walk or crawl. You just stuck there. но вы не можете еще ходить или ползать, вы как бы застряли там. And Stanley knows this word because it's also used in Buddhist philosophy to describe a person who hasn't seen emptiness yet. И Стэнли знает это слово, потому что оно также используется в буддийской философии, чтобы описать человека, который еще не видел пустоты напрямую. They're like a little baby who can't even crawl. Это как маленький ребенок, который даже еще не умеет ползать. Stage 7 in a human life. Седьмой этап человеческой жизни. From the time that you can crawl, С того момента, когда вы можете ползать, up to the time that your body is mature enough to have a sexual experience. до того времени, когда ваше тело станет достаточно зрелым, чтобы иметь сексуальный опыт, That's called youth. это называется Boy or girl. молодость. Okay, the next one is called Tarla Bapa. I mispronounced it before. I said Nyelpa, but the carving was wrong. It's Tarla Bapa. Okay. Следующий называется Тарла Папа. Я неправильно произнес это раньше, но гравюра была неправильная. From the time that you are old enough to have your first sexual experience up to the time of 30 is called young adult. С момента, когда вы достаточно Up to взрослый, the чтобы age of иметь 30. Yeah. свой первый сексуальный опыт, и до 30 лет, это называется взрослым, молодым взрослым. Dharmani, then what we call, what do we say, young adult, right? Middle age. Что мы сказали? Молодой взрослый, верно? Средний возраст. And in Tibetan, Следующее. same. But it means На английском мы from называем это 30 средний возраст. on up to 50. Это означает от 30 лет до 50. Этап номер 9. What do we say, middle age? Средний возраст. Yeah. Then stage 10 is called elderly. Этап 10 называется пожилой возраст.
starts at age 50. Начинается в 50 лет. But for some people, it's 68, Но okay? для некоторых людей в 68, хорошо? Just kidding. Шучу. Why are we talking about those stages? Почему мы говорим об этих этапах? Because we heard the first stage, Потому что мы слышали про первую стадию, and it was inside the womb. и она была в утробе матери. And it was just the 5 parts of you stuck to the blood and semen of your dad and mom, like your new body. Это были всего лишь 5 частей вас, застрявших в крови и сперме вашего отца и мамы, как ваше новое тело. Name and form. All your mental parts, Имя и etc., тело. Все ваши ментальные части и так along далее, with your physical part, вместе с вашей физической in the частью, womb at the first moment. в утробе в первый момент. That period, the body and mind inside the womb, Тело и ум внутри утробы that's link number 4. — это звено номер 4. 2 guys in a boat because the boat represents the womb. 2 парня в лодке — это потому что лодка представляет собой утробу. You can see it in the picture here. Вы можете увидеть это на картинке здесь. Even if it was drawn by a bunch of kids, Даже если это было нарисовано группой детей, there's a body and mind, 2 guys in a boat, which is the womb of the mom. здесь есть тело и ум, 2 парня в лодке, которые являются утробой мамы. Whenever I teach this, and this is the last thing for today's session, Всякий раз, когда я это преподаю, это последнее на сегодняшней сессии, I love to go to a quotation by Shakespeare. я люблю цитировать Шекспира. It's very, very famous from a play called As You Like It, which is kind of a comedy. Это очень известная цитата из пьесы «Как вам это понравится?», которая является своего рода комедией. So just sit back and relax. Так что просто откиньтесь назад и расслабьтесь. I put it in the Tibetan stuff to show on the screen so Tim can follow in English if you want. Я вставила это в тибетский материал, чтобы показать на экране, чтобы Тим мог следовать на All the английском, world если is a захочет. stage, like a play. Весь мир — это сцена, как And all the men спектакль. and women are just actors on the stage. И все мужчины и женщины просто актеры на сцене. Each has their exit and their entrance. There's time when they're supposed to leave the stage, and there's a time when they're supposed to come on the stage like death. У каждого есть свой выход и свой вход. Есть время, когда они должны покинуть сцену, есть время, когда они должны выйти на сцену, как смерть и перерождение. And in our lifetime, we play 7 different actors. И в нашей жизни мы играем 7 различных актеров. First, we are the infant, Shiva, Сначала мы младенец Чиба, kneeling and puking in his nurse's arm. Nurse is the woman they hired to. кричащий и срыгивающий Kneeling руки means своей няни. and puking is blah, blah. Няня — это женщина, которая нанимает, чтобы держать ребенка. Кричащая — это бе-бе, срыгивающая — это бе-бе. Then the second part, we all play. Затем вторая часть, в которой мы все играем. It's like the same as the 10 parts of the Vinaya. Это похоже на 10 частей Виная. Then you are the whining schoolboy. Потом вы ноющий Oh, школьник. man, do I have to go to school? О, мама, я должен идти в Yeah, школу. take your satchel, means your backpack. Да, возьми свой ранец, твой свой All your рюкзак books. со всеми своими книгами. And your shining morning face, it means your life is like one day. And in the morning, the face is very fresh and beautiful. You know? И свое сияющее утреннее лицо. Это означает, что твоя жизнь похожа на один день, и лицо утром очень свежее и красивое. And he agrees to go to school, but he goes as fast as a snail. Он соглашается ходить в школу, но идет настолько быстро, как улитка. Then he gets, I don't know, 16 years old. Потом он становится, ну не знаю, Then лет he fall in 16. love. Затем он влюбляется. He or she fall in love. Он или она влюбляется. First time, high school. Первый раз в школе. Then they sigh like a furnace. Furnace means an old thing to make the fire go. It's like, Потом они вздыхают, как вот эта старая вещь для растопки огня, которую нужно раздувать. О, мой парень, о, моя with a девушка. waffle ballad means a rock and roll song, which is like, oh, she don't love me.
с плачевной балладой, которая означает как рок-н-ролльная песня, которая звучит как «О, она меня не He любит». sent to his mistress's eyebrow. He gets up close to his girlfriend and says, I love you, I love you. Он послал любимый знак бровью. Он подошел поближе к своей девушке и сказал «Я люблю тебя, я Then люблю later they тебя». get more mature. Потом они становятся более They зрелыми. want to fight in the war. Они хотят сражаться на войне. Full of strange oaths. I will defend my country no matter what. Полный странных клятв. Я буду защищать свою страну, несмотря ни на что. Now they can grow beard like means like a priest. Теперь они могут отрастить бороду, чтобы быть похожими на священника. Jealous in honor, sudden and quick in quarrel. You say something to these guys, they're like, I will fight you. Тщеславный, внезапный и быстрый в ссоре. Very Вы говорите brave, что-то real этим парням, они general. такие «Я буду драться с тобой». Очень смелый, настоящий. Seeking the bubble of reputation. They want to be famous. В поисках раздутой репутации. Они хотят быть знаменитыми. But that kind of famous, tough guy lasts like as long as a bubble. Но этот знаменитый крутой парень продержится не дольше, чем мыльный пузырь. Even in the mouth of the cannon, even they're about to die. Даже в пасти пушки, даже когда они вот-вот умрут, они такие... «Ах». Then they come back from the war. Потом они возвращаются с войны. They eat too much pastries. Они едят слишком много сладостей. They start to gain a little bit weight. Они начинают набирать вес. They start to collect money. Они начинают собирать деньги. Then they have better clothes. Потом у них лучшая одежда. And they are very intelligent and they look at you like this. Они очень умны, они смотрят на вас вот And then так. they start quoting wise things. И затем они начинают цитировать мудрые вещи. And they give you logic. Они more логично mature. рассуждают. Они более Like they became солидные. lawyer. Как будто стали адвокатами. And he also plays he's the fifth part of a human. И он также играет пятую часть человека. What is stage number 6? Какой этап The номер guy's 6? legs gets those big muscle legs from his wartime get skinny. Эти ноги парня, эти большие мускулистые ноги, которые он получил в Then the свои военные pants, времена, становятся They're not tight худыми. anymore. There's a lot of. Затем штаны уже не сидят плотно. Then he has to wear glasses also. Потом ему также нужно уже носить And he очки. gets the little special belly for a 67-year-old. И у него появляется маленький особый животик для 67-летнего. His socks don't fit him anymore because they're too Его skinny. носки больше ему не подходят, потому что они слишком тонкие. He used to talk like that. Он говорит вот так. Now he talks like that. Как Like a маленький little ребенок, kid. не так. Или вот так. Hey, shopping, get me some water. Шопинг, принеси мне He воды. loses. Even if voice becomes weak. Даже голос становится слабым. Then comes the last scene of all, number 7, right? Тогда наступает Number последняя сцена, номер 7. It ends this strange story. Это конец этой странной истории. He goes back to his childhood. Он возвращается в свое детство. Can't think anymore. Не может больше думать. Lose the teeth, Теряет свои the зубы, eyes, теряет глаза, lose the taste of the good food, теряет вкус хорошей еды, lose everything. теряет все. And that's Shakespeare said. И это 7 этапов Шекспира. It's not much different from the wheel of life. Это мало чем отличается от колеса жизни. Same result. Тот же результат. And Стареть die. и умирать. That's all caused because we don't understand our husband in the kitchen. Это все вызвано тем, что мы не понимаем нашего мужа на кухне. And we don't have to go like that. И нам не нужно следовать таким путем. We can change it. Мы можем это If we изменить, change the misunderstanding of our husband in the kitchen. если мы изменим неправильное понимание нашего мужа на кухне. Okay, we'll continue with the wheel of life. Хорошо, мы будем продолжать с колесом жизни Session 14 на занятии in the 14 next class. в следующий раз. Thank you, and thank you, Stanley, for translating. Спасибо и спасибо, Стэнли, за перевод.